take them to the prison and teach them how to do evangelism. Конечно, ты же его взял бы в тюрьму, и ты то, что сам делаешь, и ему бы помог в этом наставиться, научиться. У нас уже некоторые называли, но я просто новый, который у нас есть, и психические расстройства человека. Yeah, psychological or psychiatric disturbances. Okay, mental illness, mental health issues. Да, как Okay. ментальные болезни разные, да? Uh-huh. Yeah, good, excellent. How about any others here? Ваши? Значит, три самых главных назовем. Three, the main three that have not been given yet. Работы с пожизненно осужденными. И вот последнее мое посещение, Working with the когда я lifers. попросил их рассказать, что их толкнуло на преступление. И я был удивлен, что первое место занимают наркотики. Listening to their stories, I have found out drugs. Употребление наркотиков. Если получить дозу, человек идет на преступление или торгует ими. Just to use drugs or to sell drugs. It's always with the drugs. And in the whole country, it's on the first place. Drugs are on the top. Вторая, уже сказали, о социальной среде. A social background or a social environment. Я встречал, значит, отец, мать и сын в тюрьме. Father, mother, and the son are all three in prison. Ну и третье, тоже, это уже должностные лица здесь вот у нас были, теперь в Хамус перевели, почему их осудили. Значит, один так сказал, я хотел быстро обогатиться. Yeah, it's about also our officials. Some officials were asked why did they get to prison, and they said, I wanted to be rich just as soon as possible. Дальше я Want to be встречал rich. следователей, которые брали взятки за большие деньги, чтобы закрывать дело. Many police officers they took bribes to get some money and just to И встречал бизнесменов, которые вели черную бухгалтерию. Yeah, and there were some businessmen who were just doing double bookkeeping to save some money. So Желание обогащения. yeah, it's a sort of just desire to be rich. Или коррупция просто назовем. Corruption. Yeah, И очень еще хорошо. добавить, я хотела бы, нету ценностей, система. No values, no value system. На чем я... People don't have value system. Okay, очень хорошо. Good. So, as we think about these things, there emerges a picture of what the subculture is like, right? Но мы можем иметь представление, вот слушая все пункты, какая субкультура может быть. In the U.S., so you need to understand what it is for Lithuania, right? So, but I know the U.S. Да, вам нужно понимать, что в литовской вот обстановке действует, но я сейчас скажу, что в Штатах. In the U.S., 75% of people in prison or jail are there because of drugs or alcohol. 75% в Америке это из-за наркотиков или алкоголя. 75% людей. Either they're an addict, Они или сами зависимы, or they were high or drunk when they committed a crime. они были как бы под действием наркотика или алкоголя на момент совершения преступления. So another statistic. Другая статистика. 90% of women who are in prison 90% женщин, которые в тюрьме, come from an abusive background. They've been abused они приходят из такого прошлого, где было много насилия. in some way. And 70 to 75% of men, same thing. И 75% мужчин тоже, они приходят из семей, из прошлого, где было насилие. They've experienced violence in the home Это может быть домашнее насилие, or on the streets. They've been through some traumatic experience. может быть где-то на улице. Они были, короче говоря, они были подвержены огромному воздействию какого-то рода насилия. So trauma and abuse is very high. The experience of trauma and abuse very high. Именно вот это переживание травмы большой душевной и насилие очень высоко это в нашей стране. So low education is very common for people in prison. They haven't
they've dropped out of school, they're Как not well правило, не educated. образованные, потому что они когда-то уже выскочили из школы, не могли продолжать учиться и так далее. Mental health issues we talked about. Нервные разные расстройства, ментальные проблемы. Influence of gangs. Do you have gangs in Lithuania? You have the Влияние mob. банд разных. У вас, может быть, в Литве нет, у нас там есть банды. So high influence of gangs. Эти банды влияют. So the challenge for us as an organization and as Good News Lithuania И также вызов для нас как организации, включая Good News Литвы, is to understand these factors понять эти факторы and to become experts at these factors so that we can и orient other people и in стать how to reach. экспертами в этих отраслях, где вот это процветает. In the same way, the church develops different expertise on different groups of people. Как церковь, она развивает свою собственную экспертизу внутри общины. You would do a different ministry for youth versus senior citizens. Да, ну, например, вот в каждой церкви есть, скажем, например, служение детям воскресной школы, это одно, есть служение пожилым, будет совсем другое, правда? In the same way, we want to customize our outreach to this specific И population. так же само мы хотим вот именно разделить вот эти группы и как мы будем служить этим разным группам. And people in Lithuania should be able to look to us, the church, and say, oh, that's where we go to learn about how to minister to И that мы хотим population. именно вот эту экспертизу здесь строить, развивать, чтобы люди другие к нам обращались и спрашивали, а как вы с этими людьми работаете? Можете нам рассказать, что вы знаете, что вы умеете? So understanding the cultural dynamics is very important. Поэтому мы написали «Понимать субкультуру», очень важно. Okay, so the biblical perspective, Поэтому библейская перспектива, мы о ней говорили ранее. the cultural dynamics, those Потом are, мы говорили «Понимать субкультуру». then the third expertise И третье is experts at navigating the correctional system. Navigating the correctional system, the prison system. Да, это значит навигация. Это навигация навигация в тюремной системе. Ну, в системе коррекции. Вы понимаете, да, что я имею в виду? Уметь навигировать. Ну, понимаете слово навигация. Но это когда ты знаешь, как двигаться в этой системе, кому идти, кто что делает. So we know that the prison system is a unique system, right? Тюремная система, система коррекции, она уникальная, вы знаете, согласны, It's да? not like just going into McDonald's, right, in downtown Это не так, Vilnius. как в Макдональд пойти в You need воскресенье. to understand how to go into the system. Ты должен знать, как в эту систему ты можешь попасть. And as a ministry, as an organization, Как служение, как организация, we want to be the experts on behalf of the church on how to get into the system. мы должны знать, мы должны быть экспертами, как помочь церкви попасть в эту систему, куда войти, где выйти. So this means we're building relationships with the prison administration. Другими словами, у нас достаточно должно быть связи или отношений с тюремными персоналом, сотрудниками. Да. We're meeting with them. We're trying to understand what are they trying to accomplish. Нам нужно встречаться с ними, понимать, что они там делают, какая их роль. So that we can come alongside and bring programs that help their goals, but also build the ministry. Мы должны прийти с такими программами, которые мы покажем, и они будут помогать им, их достигнуть целей, и в то же время будет помогать нам наше служение там строить. We want to be the channel for the church to be able to get into the prisons. Мы хотим быть каналом, через который церковь может прийти и оказывать служение там. So we want to facilitate access to the prisons. Поэтому мы хотим мы хотим сделать доступ церкви для этих групп заключенных. What is so access? So what's the second thing here? For a second thing, so what's the primary concern of the prison administration in any jail or prison? Скажите, какой главный интерес или какой главный момент, о чем думает тюремная администрация? What's the number one concern О that чем they они have? думают? Anybody?
Безопасность. Security, security, Да, security and безопасность. safety, right? Безопасность и вот, ну, безопасность по-русски. So this is the world they live in. So we need to be concerned about security and safety. Поэтому мы должны думать так же, как они. Безопасность, безопасность, прежде всего. So we need to orient our people when they come in on what that looks like. We should not be oblivious to this. То есть мы должны, когда мы приводим людей, мы должны не забывать об этом, что глазами администрации, смотря на всю систему, первое, что они думают, это безопасность. In a sense, we're the tour guide to a great experience within the jails for the church, for volunteers and that type of thing. Что первое, что мы думаем, когда вот с волонтерами работаем, которые приходят из церквей. And then, to a degree, we should be knowledgeable about the system, about the court system, and the process that an inmate goes through. Так что не только как люди войдут в эту систему, но еще мы должны иметь понятие о том, какие судебные процессы, какие там шаги, куда они попадают, зачем они попадают, как они проходят эти стадии. So we can come alongside families who have someone who's incarcerated. Возможно, таким образом мы можем как-то выходить на семьи тех, которые находятся под сроком. And inform them and encourage them about the process that their family members going through. Может быть, мы даже этим семьям можем рассказывать о том процессе, который предстоит этим заключенным пройти. So we want to be good navigators of the correctional system. So that's the third expertise. Поэтому наша третья экспертиза – это навигация в тюремной системе. Does that make sense? Понимаем все это? Okay. Any comments about that? Какие-то experience? комментарии на эту тему? Quickly, anybody? Boris. Еще есть вот одно. Нам потом раскрывались осужденные, говорили, к нам подходили воспитатели и говорили, будьте осторожны с этими капелланами, они у вас отберут квартиры, дома, которые у вас остались. То есть администрация о нас думает, ну не все, но некоторые, что у нас есть скрытые цели. He says that the administration thinks often that we have our hidden agenda. So we come there just to take their apartments, to take their properties in some way. So we are not there just for them. We are having our own reasons. So he's saying they're suspicious of us. Yeah, they are very suspicious of us. Of Many what times. we're really... The administration doesn't know why we are there. Okay, yeah. So we want to... Yeah, it's very common here. Just we are evangelicals. We are different. We're different, so we have our own agenda. Пример лично я приведу. Значит, работали вместе с Анатолием Латишкой. We were together with Anatoly in one prison. И сами воспитатели подсказали осужденным, которых мы навещали пожизненно, у которых не было родственников, что мы можем помочь им, ну, купить компьютер и передать. Это было не против закона. And the officers, they just gave a piece of advice to those lifers that Christians who come there, they could help you to buy a computer or something. Если они через тюрьму покупают, тюрьма 20% делает накидку на цену. А мы бесплатно, просто вот они где-то с кем-то, с друзьями свяжутся, нам передадут деньги и покупаем. Им это очень дешево. Они экономят 20%. So yeah, just because the prison officers know that if the inmates buy computers by some like chaplains, it would be 20% discount because the prison wants this 20% for their own like expense. Yeah. So it will be Вызвал директор и попросил этим делом не заниматься. And the warden invited me for a conversation. He said, "I don't want you to be mixed in these affairs." Я говорил, я делаю это бескорыстно. And I said, I get any money. I get no money for that. And he said, no. 20% я себе забираю. Because the warden said, those 20% I get them. So you don't get, but I get them. So don't be engaged in these things. Well, I think the reality is typically, in a typical situation, Я думаю, что в обычной ситуации реальность такова. we share a similar goal to the prison administration.
Мы как бы такие же самые цели преследуем и делимся с такими же целями с тюремной администрацией. Most prison officials that I've met Большинство тюремной администрации, которых я встречал, are trying to bring restoration to the inmates at some level. они хотят каким-то образом принести восстановление до какой-то степени. Would that be true in Lithuania? Это правда в Литве? That a prison administrator, Что the warden or the officer in charge, администрация, сам начальник тюрьмы, администрация хотят каким-то образом восстановления. their goal is restoration. Их Yeah? цель восстановления, это правда или нет? Yeah. So we share the same goal, we just have a different method. Просто если мы с этим, в этом с ними сходимся, значит мы преследуем одинаковую цель, просто очень разными методами иногда. So our method is to transform the heart, which will transform the behavior on the outside. Поэтому наш метод такой, что мы думаем, надо изменить сердце, чтобы изменилось поведение. But we can accent our similarities. We want restoration. We want these people to Мы become можем good каким-то citizens. образом все-таки подчеркивать наши сходства с администрацией, но не различия, стараться найти сходство, но не различия. Yeah, but it's important to build that bridge of communication with the officials. Но so очень that there's важно not строить мост misunderstanding. коммуникации с этими чиновниками тюремными. Ага, окей. Tomorrow morning we are going to meet the head of the department, prison department in Lithuania. In Provinishki, it's the biggest prison, so we are going to meet the Good, chief there. excellent. Yeah, Хорошо, I'll wear my suit. Я буду в костюме одет. No, that's good. We want to have good communication. I enjoy that. Я рад, что мы там повстречаемся с ним. Okay, so expertise number 4. Thank you for this. Четвертое? Yes. Okay. To establish specific strategies and ministry tools to the incarcerated. О, хорошее. Ministry tools and strategies. Учредить, очень важный пункт, учредить the proper, you said the proper tools, strategy. Ага. Yes, strategies and tools. So, in order to address the unique cultural dynamics, we want to have specific strategies and tools. So these would be evangelism strategies, Так, когда мы говорим про стратегию, discipleship strategies, там может быть несколько стратегий. discipleship strategies and tools. Стратегия может быть такая, стратегия ученичества, стратегия евангелизма и так далее. So what would be some examples of these? See, Gary, after we are done, I want to announce about trauma healing program here. Okay, well that was going to be an example I was going to share. Good. Share the example, then I just will stress. So some specific programs that we offer around the world. One would be trauma healing program. We said most people in prison have faced trauma, and Два ключевых слова здесь есть. Учредить подходящую стратегию и инструменты, которые нам будут нужны. Он говорит сейчас, Гэри говорит, что смотрите, все люди, которые попадают в тюрьму, имеют травму. So, and if they haven't experienced trauma on the outside, they're probably going to experience it on the inside. Если же они травму никогда не пережили вне тюрьмы, они обязательно ее переживут внутри тюрьмы. Это факт. So we have a trauma healing program. Для этой цели у нас есть специальная программа, называется программа душевного исцеления. Which helps identify with the trauma that these people have faced and leads them to the cross. Эта программа работает так, что человек может понять, разобраться в своей травме, в ее истоках и помочь это все на крест перенести. There's another program we have called Malachi Dads and Hannah's Gift. Еще у нас есть две программы аналогичные. Одна называется «Отцы Малахии», вторая называется «Дар Анны».
And these are programs sponsored by partners of ours. Эти программы были разработаны, и мы сотрудничаем с двумя этими, как они называются, авторами этих программ. Это две организации, ведущие в мире, которые эти программы помогают распространить и проводить. But they address specific issue of family, the brokenness of the family Да, for those who are но incarcerated. все эти три программы работают на воссоздание семьи. Они восстанавливают разбитые браки со стороны женщин, мужчин и различных других аспектов. And seeks to restore the relationship with their family on the outside so that they can become a proper father or mother while they're incarcerated. Они фокусируются на том, как мужчине быть хорошим отцом и мужем, женщине быть хорошей мамой и женой, чтобы семья могла воссоединиться. So there's lots of specific tools like this that we want to use. Еще есть другие специфические инструменты, которые мы тоже хотим использовать. If we're just taking the Bible study that we did on Wednesday night in our church, Почему я об этом говорю? Потому что если мы возьмем, просто сделаем разбор Библии по средам, как мы делаем в церкви, and sharing that in the prison on Friday morning, и мы вот так вот просто это изучение Библии по пятницу утром ведем, in the exact same way with the same illustration, точно как в церкви, ничего не меняем, вот такой же разбор обычный. we're missing an opportunity to be specific to the population that we're reaching. Мы теряем вот эту специфическую часть, чтобы помочь человеку сфокусировать внимание на то, как Библия поможет ему быть хорошим папой, мамой, отцом или мамой. Отцом или мужем или женой. So as good news, we want to be experts at these strategies for evangelism and discipleship that are specific to this population. Поэтому мы, как люди, работающие с Good News, мы хотим иметь подходящую стратегию для евангелизма, для ученичества и избирать подходящие инструменты. So we're working on this as an organization to develop our toolbox, if you will. Поэтому мы, как организация, очень заинтересованы, чтобы у нас были правильные инструменты. Okay, so that's number 4. Number 5. Номер 5. Вот так будет выглядеть. Just 2 more. Number 5. We want to equip and mobilize teams. Be experts at equipping and mobilizing teams. Мы хотим быть экспертами в обучении и мобилизации команд. So, why is this so important? Почему это важно? Well, this is important because we have a big vision. Our vision is that every inmate has an opportunity to hear the gospel and respond to the gospel. Почему мы такую цель преследуем и почему мы хотим экспертами быть здесь? Потому что каждому заключенному есть право услышать Евангелие. If that's going to be true, we need to equip and mobilize an army of believers to be involved in this type of ministry. Проблема в том, что в одиночку мы не справимся, и нам надо уметь, как команду построить, как ее обучить и как ее мобилизовать для Евангелия в тюрьме. In the same way that the role of a pastor is to equip the people of the church for works of service. Смотрите, как цель каждого пастора, чтобы в его церкви было достаточно людей, которые могут быть, оснастить их для Евангелия, для ученичества. Yeah, in Ephesians 4:11 and 12, right? The gifts have been given to equip the saints for the work of the Да, ministry. как написано в Ефесянам 4, 11, 12, что дары были даны для созидания, как по-русски, назидание для созидания церкви. Христова, да. So a pastor of the church doesn't lead every Bible study in the church, right? Пастор церкви, он обычно не занимается, что он все служения ведет сам.
But he raises up people to lead Bible studies, so he doesn't have to be everywhere at one time, so the ministry can multiply. Он не может быть все во всем. Он должен как-то делать так, чтобы служения другие были, они росли и они развивались. And so it is with good news. We want to be equippers and mobilizers of other people, of the church, of people in the Так же church. само мы тоже видим нашу роль, что нам надо быть экспертами в том, чтобы уметь вот это обучение проводить и мобилизировать другие команды на вот это служение в тюрьме. Historically, Good News placed big emphasis on the chaplain being in the jail, hours in the jail. Мы исторически, вот и вы знаете это, мы пережили такое, что много фокуса было на то, что учредить капеллана, который будет проводить много времени в тюрьме, и вот это наша основная работа. You know, the first question on your monthly report was, how many hours did you spend in the jail? Первый вопрос в этом отчете месячном было, сколько много часов ты провел в тюрьме. And how many people did you lead to Christ? Потом, как много людей ты привел ко Христу? Yeah. And how many people were in your service? Как много людей пришло на твое собрание? And these aren't bad things. Это неплохие вопросы, это хорошие But we're вопросы. shifting our focus more to this mobilizing and multiplication. Но мы все-таки потихоньку начинаем передвигать вот этот фокус с того, что ты лично сделал в тюрьме, там часы, там людей, на то, что, а как ты помогаешь другим людям, вот научить их, помочь их, оснастить их и мобилизировать, чтобы они в это служение могли попасть. So the question isn't just how many hours did you spend in the jail, Поэтому вопрос не только о том, сколько ты лично часов там провел, if you're a staff member of Good News, потому что ты вот как считаешься, что ты вот, тебе Good News помогает, и теперь самое главное это часы. but the question is how many hours were you able to establish for people, numbers of people to be in the jail? Поэтому мы хотим вопрос по-другому поставить. Не сколько много ты часов в тюрьме провел, а сколько ты часов потратил на то, чтобы вот это вот обучение, мобилизация других людей происходило. То есть это намного больше будет. Yeah. So this involves a shift in strategy and focus. Поэтому это начинает уже тогда менять наше представление о нашей роли. And I know that Jan wants to talk more about mobilization this afternoon. И я знаю, что Ян тоже будет говорить чуть-чуть больше про эти вещи, попозже. Okay. So then the sixth expertise. Итак, мы подошли к шестой части этой экспертизы. Is to build productive partnerships with other ministries. Это построить, как сказать, это плодотворное сотрудничество. Вот. Построить плодотворное сотрудничество. We want to coordinate the efforts of the church to benefit people who are incarcerated. Мы хотим координировать вот эти вот и как бы say it again. We want to coordinate. We want to, I forgot now. We want, I was moving on to my next thought. Okay. We want to coordinate, here, so build productive partnerships. Here, I'll illustrate it. Построить, значит, плодотворное сотрудничество. So, for example, in El Salvador, Например, Good News в El Salvador, Аль-Сальвадоре. we've done outreach into the prisons, we've done medical outreach. Например, мы в Аль-Сальвадоре делали медицинские такие акции в тюрьмах. We've actually brought eyeglasses or glasses into the prison. Мы брали on a regular basis. очки, туда привозили очки. But we don't have any expertise in bringing eyeglasses at all. None of our staff know how to do that. Но мы сами не знаем, мы не врачи по зрению, не глазные врачи. But we're doing medical outreach through another ministry called Unto. Maybe you've heard of it here. Но мы сотрудничаем с другим служением, которое обеспечивает заключенных очками. They're a humanitarian aid organization. Они даже не только заключенных, они вообще людей вот определенной группы снабжают очками. Мы договорились с ними. And they have this expertise. И они именно имели вот это знание, экспертизу, какие очки кому давать. So our team in El Salvador approached them about doing their expertise in prisons.
Но наше служение тюремное в Эль-Сальвадоре с ними связалось и говорят, нам надо, чтобы вы нашему тюремному населению тоже очков подогнали. И мы сотрудничали с ними. So we formed a partnership with them Мы сделали тогда сотрудничество. to apply into the prisons and jails. So that's an example of Да, what вот we're talking about. пример, как это работает. Поэтому я здесь пишу, ну это по-русски не звучит. Построить плодотворное сотрудничество – это нормально. Но как он говорит, плодотворные сотрудничества. Типа, что может быть одна организация, в одном работаем, другая организация в другом. То есть это не одно с кем-то, это может быть и много. We talked earlier about drugs and alcohol being a problem, right? A significant problem. Мы говорили, что наркотики и алкоголь может быть очень большой проблемой. So what are we offering to help people recover from addictions? Что мы людям предлагаем, вот тогда, если наркотики и алкоголь проблема, чтобы они могли, как это сказать, выздороветь, исцелиться, как? Да, выйти из этого зависимости, да. So we need to partner with those organizations. Do you have organizations in Lithuania that help, Christian organizations that help people recover from addictions? Of У course. вас есть в Литве организации, которые людям помогают освободиться от зависимости? Rehabilitation centers? Yeah. So we need to form partnerships that could be valuable Да, and helpful. нам for нужно the тогда с этими организациями образовать вот эти сотрудничества и работать, сотрудничество, может быть, сотрудничество, да. So if you say, well, what does Good News do? What is their expertise? These are the six channels that we're looking to apply our expertise in. Поэтому, если вы спросите, в чем вы эксперты, вот как Good News, мы должны помнить вот этих 6 пунктов. Первый пункт это был теологическое основание, да, здесь? Или богословское основание. Когда, первый пункт мы решали, когда вот Томас переводил теологическое или библейское теологическое. Understand the biblical perspective. Да, понимаете все? Мы очень эксперты в теологическом и в остальных 5 пунктах. 6 пунктов всего, да? So we could spend a day seminar on each of these 6 things, really. We could talk about it for 2 days each. Мы могли бы говорить 2 дня только про это. And we're not going to do that. Но из-за времени... Not this visit. Да, мы не в этот раз это будем делать. Все, мы на этом оставляем. But we want to be growing in these areas. So what can we do to continue to add understanding in programs, knowledge in these things? Мы поговорим сейчас о других аспектах, которые тоже имеют важное как бы место в нашем служении. Я хочу спросить, а превенция? Как? Превенция против Prevention. образований. Prevention. Вот, допустим, знаю, что большой процент детей из детских домов. Like about ministry to prevent criminology or criminal Criminal behavior. Это уже касается именно тех, которые уже там. Yeah, do you have anything about prevention? Because now we are working with those who have already been incarcerated. But what's about step before, working with those who are not incarcerated but risk groups? Даже в поневежестве, она спрашивает, какая ваша превенция? They always ask us about, do we have any prevention programs, prevention measures to work with people before they get to jail? Well, in our concept, let's say, so that would be, there would be ministries that would be focused on that, right? Я бы сказал так тогда, да, это очень хороший вопрос, но, как правило, мы ищем, если нужна такая программа превенции или работать с превенцией, тогда мы думаем сразу, какие служения, организации, миссии есть, которые с этим работают. Мы с ними бы искали какие-то мосты построить. So we would want to partner with those organizations. Мы хотели бы с ними сотрудничать, их приглашать и, возможно, работать с ними, через них. Но да, вот в этом наша сильная сторона, что нам надо думать все время вот это. There would be a lot of overlap, say like with a homeless ministry. Да, например, скажем, вот служение для бездомных.
or an addiction Если мы, ministry. да, или служение вот этим, освобождение зависимостей, мы с ними сотрудничаем, у нас очень много чего мы перекрываем, мы их, они нас, но это вместе с еще каким-то служением, какой-то миссией. То есть получается в одиночку работать было бы очень трудно. Good. Да. What